Танк «Пантера» был гордостью коллекции Жака Литлфилда. Возможно, вы видели его в передаче «Tank Overhaul», но когда передача снималась, реставрация этой машины еще не была завершена. А вот сейчас самое время, чтобы посмотреть на этот шедевр реставрационных работ. Реставрация «Пантеры» была завершена незадолго до того, как Жак Литлфилд умер от рака, но ему удалось на ней поездить, и это стало венцом его славного пути восстановления танков. Поиски возможной замены танков «Панцер-3» и «Панцер-4» начались в 1938 году. Указания, которые инженеры получили от Департамента управления вооружений Германии номер 6, отвечавшего за комплектование армии, были довольно расплывчатыми. Им просто сказали: сделайте новый танк лучше, чем предыдущий, и пусть его вес не превышает 20 тонн. Так что у инженеров была полная свобода в разработке новых технологий, которые впоследствии были применены в «Пантере». К 1941 году стало очевидно, что 20 тоннами ограничиться не получится. Одним из улучшений стало более мощное орудие. Не то чтобы пушка большего калибра была критически необходима, ведь 50-миллиметровое орудие Л-60 неплохо справлялось с советскими Т-34, но она создавала чувство уверенности. Генерал Гудериан отмечал, что если хотя бы несколько орудий в танковом батальоне были способны поразить танки КВ, экипажи всех машин чувствовали себя намного увереннее. Этот эффект отмечался и в отношении танков «Шерман». В бою противостояние силы воли так же важно, как и сам факт, можете ли вы убить друг друга. Так что это скорее вопрос психологии. Другим фактором, повлиявшим на появление пушек большего калибра на поле боя, стало решение немцев увеличить наклон брони на своих боевых машинах. Выбор предстояло сделать между двумя производителями — компаниями Daimler-Benz и MAN. Проект фирмы Daimler, танк ВК-3001D, был своего рода 34-кой с шахматным расположением катков. Конструкция компании MAN была немного сложнее, и инженеры не были уверены, как она будет работать. Поэтому Гитлер одобрил для производства проект Daimler-Benz. Но была создана специальная комиссия, которая тщательно изучила оба проекта и, сделав единогласное заявление, убедила Гитлера, что конструкция MAN лучше подходила для тогдашних реалий. В частности, потому что не нужно было ждать разработки новых башен и двигателей. Так танк «Пантера» появился на свет. Правда, начало его службы было довольно неудачное. Одной из главных проблем была его ненадежность. Со временем конструкцию немного изменили. Раннюю модель АУСФ-Д заменили на АУСФ-А. Это была «Пантера» с порядковым номером 831. В этой модификации совершенно новую башню установили на минимально доработанный корпус «Пантеры» модели «Д». Танк позади меня — это версия А. Как обычно, сначала мы рассмотрим его корпус и башню снаружи, а затем заберемся внутрь и посмотрим на рабочие места членов экипажа. Передняя часть танка дает понять, почему он славился своей броней. Верхний бронелист толщиной 80 мм, нижний 60 мм. Но ко времени выпуска «Пантеры» модели А поверхностно закаленная сталь уже не использовалась. Теперь о деталях. Одна фара, а не две, как в ранних версиях танка. Это выступающая часть бортового бронелиста толщиной 40 мм. Также здесь есть буксировочное отверстие. Но, к сожалению, чтобы вставить в него буксировочный крюк или какое-нибудь другое приспособление, нужно было снять переднее крыло. Гайки-барашки находятся здесь сверху, что довольно удобно. Но снизу крыло держится на обычных болтах. Когда крыло снято, можно закреплять буксировочные крюки, тросы и так далее. Ближе к центру корпуса расположен смотровой люк мехвода, который потом убрали, но, конечно, в то время, когда строили эту машину, люк еще использовался. Ранние версии «Пантер» имели пулеметную амбразуру, которую называли почтовым ящиком. На полпути к производству «Пантер» серии А ее заменили хорошо знакомой шаровой установкой. Так как у шаровой установки был собственный оптический прицел, конструкторы убрали один из перископов, которым пользовался радист. Теперь давайте обойдем машину справа и посмотрим на ходовую часть. Итак, ходовая часть. Начнем с этих замечательных гусениц, ширина которых 66 сантиметров. Каждая гусеница состоит из 86 звеньев. Это однопальцевые необрезиненные траки, которые соединяются зажимом и небольшим распределительным штифтом. Здесь установлен один поддерживающий гусеницу ролик. Многие его бы просто не заметили. Он находится прямо за ведущим колесом. Насколько я могу судить, он нужен для того, чтобы гусеница не сворачивалась, когда танк движется задним ходом.
Для движения вперед этот ролик не кажется необходимым, но, возможно, он помогает подавать траки на зубцы. Катки. По 16 катков с каждой стороны. Шахматное расположение. Это пример мечты конструкторов и кошмара танкистов. В теории все просто. Чтобы распределить вес танка на максимальное количество осей, нужно максимальное количество катков. Это снижает нагрузку в каждой конкретной точке. Чтобы машина легко управлялась и не была слишком длинной, нужно уменьшить длину опорной поверхности. Наконец, чтобы катки легко преодолевали препятствия различной высоты, они должны быть большие. И единственный способ использовать большие катки при малой длине опорной поверхности — это расположить их один за другим. Поэтому и получилась такая конструкция. И она сработала. С технической точки зрения она просто замечательная. Когда вы видите, как Пантера едет по кочкам на испытательной трассе, она выглядит великолепно. Но с точки зрения конечного пользователя есть проблемы. Проблема номер один. Допустим, я хочу заменить вот этот каток сзади. Чтобы до него добраться, мне нужно снять этот каток, затем эти два, а потом еще два катка на оси сзади. А гусеница ничем не поддерживается. То есть каждый раз, когда вы снимаете каток, вам нужна парочка ребят с монтировками, которые будут держать гусеницу. Проблема номер два. Правда, я не видел подтверждения этой проблемы, но она была вполне вероятна. Катки расположены близко друг к другу, поэтому между ними залипала грязь. После холодной зимней ночи эта грязь замерзала, а значит, утром вам нужно было либо растопить ее, либо раздолбить ломом. Конечно, чтобы сопротивляться мощности танка на низшей передаче, потребовалось бы очень много грязи, но при этом сама проблема выглядит весьма правдоподобно. Для сцепления внутренних катков с траками использовались направляющие гребни. По 2 гребня на каждом звене гусеницы. Катки установлены на балансиры, которые крепятся к индивидуальной подвеске с двойными торсионами. Все балансиры с правой стороны ведущие, а с левой стороны ведомые. Думаю, это упрощало производство. Не могу вспомнить ни одного послевоенного танка с таким же устройством ходовой. На Восточном фронте «Пантеры» выходили из строя после того, как патроны калибра 14,5 мм пробивали 40-миллиметровую бортовую броню в нижней части корпуса. В итоге была запущена программа по созданию нового, более тяжелого танка «Пантеры-2». Но кому-то в голову пришла хорошая идея укрепить борта корпуса навесными экранами из мягкой стали и посмотреть на результат. Экраны испытали на прочность против патрона ружья калибра 14,5 мм и осколочно-фугасных снарядов. И действительно, экраны защищали танк от их воздействия. Они не разрабатывались для защиты от кумулятивных снарядов и не испытывались с этой целью, несмотря на довольно распространенное заблуждение. В итоге экранированная броня защищала верхнюю часть борта, а катки — нижнюю. Поэтому было решено отказаться от производства «Пантеры-2». Было намного проще установить экран или шурцен на борт первой «Пантеры». Производство «Пантеры-1» продолжилось. Верхняя часть корпуса также толщиной 40 мм, но расположена она под углом. На ней крепились инструменты для вытаскивания и буксировки техники, кусачки для проволоки, огнетушители. Большой деревянный блок, который служил подставкой для домкрата, чтобы он сильно не увязал в земле. Кувалда, а на задней части борта — запасные траки. Снаружи, на задней части корпуса, установлены 2 больших укладочных ящика, которые закрывались на стандартный для немецкой армии висячий замок. Такие замки, открывающиеся ключом, применялись на самых разных машинах времен Второй мировой войны. Ближе к центру расположен габаритный огонь для движения в колонне и 2 выхлопные трубы. На некоторых «Пантерах» можно увидеть еще 2 выхлопные трубы вот здесь. На самом деле это трубы дополнительной вентиляции для выхлопного трубопровода. Ниже находятся различные люки доступа, а это домкрат, который использовался для замены катков. Насколько я могу судить, самые крайние лючки ведут к системе натяжения гусениц, потому что ленивец закреплен на угловом рычаге и может двигаться вперед и назад, как и должно быть. Но будь я проклят, если я смогу найти, откуда именно регулируется натяжение. В инструкции, которая у меня есть, об этом не говорится. Предположу, что для этого нужно вставить какой-нибудь инструмент, возможно, с червячной передачей, как на танке Т-34. Наконец, снаружи можно хорошо рассмотреть бортовую броню. Это листы толщиной 40 мм. Один вертикальный, второй расположен под углом.
Эти бронелисты закрывают борт от носа до кормы, а вот эти отверстия находятся на том же листе брони, что и проушины в передней части корпуса. Люки с ручками говорят нам о том, что под крышей моторного отсека установлен двигатель Maybach HL230P30. Давайте попробуем открыть крышку. Ох, ну и тяжелый же. Нужно поднимать усилием ног, а не спины. Очень тяжело. Ох. Только посмотрите. Это 23-литровый двигатель V12 с водяным охлаждением и мощностью 700 лошадиных сил при 3000 оборотах в минуту. Но из-за проблем с его надежностью обороты ограничили значением 2500. Так что на практике такой мощности не было. Но ее все равно хватало, чтобы разогнать машину до приемлемых 55 км в час до установки ограничителя и до 47 км в час после. Вместимость баков — 170 литров воды, 20 литров моторного масла, 730 литров топлива, 130 из которых были резервными. Двигатель потреблял примерно 3,5 литра топлива на 1 километр. Такой вот двигатель. Теперь давайте закроем крышку и продолжим. Из других деталей на моторном отсеке здесь есть заправочные горловины для топлива сзади справа, для воды сзади слева. Два характерных вентилятора системы охлаждения. Что интересно, они не одинакового типа. Один спиралевидный, а второй более звездообразный. Пантеры с разными типами вентиляторов были вполне обычным явлением. Воздух забирался через отверстия по обеим сторонам вентиляторов радиатора. Переходим к башне. В ее задней части расположен большой люк заряжающего. Изначально это был не основной способ забираться внутрь и покидать машину. Не было поручней на корпусе, чтобы держаться. Он использовался больше как аварийный люк или как люк для подачи снарядов внутрь танка, чтобы не поднимать их в башню. Открывается он с помощью довольно сложной системы и закрепляется. В итоге фиксируется сбоку и удерживается защелкой. Пока я еще здесь, воспользуюсь случаем и расскажу о цимерите, специальном покрытии против магнитных мин. Люди обычно не могут сразу точно вспомнить его состав. Это смесь бетона, цинка и еще нескольких компонентов. С учетом грубой поверхности металла, цимерит значительно затруднял установку магнитных мин на корпус танка. Но оказалось, что в Европе магнитные мины использовались только немцами, поэтому это, можно сказать, была излишняя мера предосторожности. Кроме того, сообщалось, что цимерит увеличивал пожароопасность, поэтому в сентябре 1944 года немцы решили, что применять его больше не имеет смысла, и прекратили наносить его на технику. Еще пару слов я бы хотел сказать о цветовой схеме. Большинство пантер покидали заводы окрашенными в темно-желтый цвет, а коричневый и зеленый цвета наносились уже в танковых частях. В сентябре 44-го заводы перестали красить танки и выпускали пантеры в красной оксидной грунтовке, а танковые части сами наносили 3 цвета на свой вкус. Крыша башни довольно небольшая. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие традиционного люка заряжающего. Он мог использовать только люк в задней стенке башни. Это гранатомет для самообороны. Он был установлен вместо пистолетных бойниц, которые находились в боковых стенках башни в ранних моделях танка. Впереди перископический смотровой прибор заряжающего, единственное, через что он мог видеть происходящее вокруг. Перископ чуть наклонен в сторону, что немного странно, учитывая, что наводчик все равно сидел лицом вперед. Но, тем не менее, он расположен именно так. Наконец, перед перископом находится бронеколпак вентиляционной системы башни. В следующей серии мы заберемся в командирскую башенку и посмотрим на танк изнутри.